своему величайшему изумлению я обнаружила, что очень многие люди не знают, что Кристофер Робин из книг о Винни-Пухе, друг Винни-Пуха, мальчик, который играет со своим медвежонком, это не выдуманный персонаж и реальный человек. Его звали Кристофер Робин Милн, и он был сыном автора книги. Еще меньше людей знают о том, что другие персонажи – Винни-Пух, Пятачок, Ослик и Я-Я, Мама Кенга и Крошка Ру и Тигра – тоже существовали в реальности. Это были плюшевые игрушки, которые принадлежали мальчику Кристоферу Робину. На самом деле только два персонажа являются вымышленными – это кролик и сова. И поэтому они животные, они не говорящие игрушки, они говорящие звери. Вас не удивляет, что кролик размером с медведя и оба они размером с осла? Потому что часть из этих героев – говорящие плюшевые игрушки, а часть из них – животные из волшебного леса. Кристофер Робин Милн родился в 1920 году в Лондоне, и его папа был профессиональным писателем. Кристофер Робин с детства был маленьким, хрупким мальчиком, которому нужно было ежедневно пить укрепляющую микстуру, как крошки Ру. А когда он пошел в школу, он начал учиться боксировать, потому что ему нужно было защитить себя от обидчиков. В школе его дразнили, но не за его слабость и хрупкость. Все было из-за этого проклятого медвежонка. Кристофер Робин получил плюшевого медвежонка в подарок на свой первый день рождения. И этого медведя назвали Эдвард the Bear. Кристофер Робин с этим медвежонком не расставался. И спустя несколько лет он его переименовал в Винни, в честь живого медведя, с которым Кристофер Робин познакомился в лондонском зоопарке. В лондонском зоопарке в те годы жила медведица по имени Винни-Пег, сокращенно Винни. И в честь этой медведицы Кристофер Робин переименовал своего плюшевого медведя. Винни-Пег, как вы можете догадаться по имени, была канадской медведицей. Когда она была маленьким медвежонком в Канаде, ее удочерил второй канадский пехотный полк. Она была дочерью полка. Выросла вместе с солдатами в казарме. И когда началась Первая мировая война, полк передислоцировали в Европу, где они решили оставить медведицу в лондонском зоопарке, а не тащить с собой на европейский театр военных действий во Францию, куда они, собственно говоря, направлялись. Вы помните, что Канада в тот момент была всерьез частью Великобритании. Сейчас она часть Содружества, тогда она была доминионом. И канадские солдаты были фактически британскими солдатами. Они воевали во Франции. А Винни осталась в лондонском зоопарке, где с ней познакомился маленький Кристофер Робин и очень ее полюбил. Существуют совершенно кошмарные фотографии 4-летнего ребенка, который кормит с рук гигантского черного медведя. Кристофер Робин требовал от своей няни, которая, собственно говоря, его воспитывала, потому что интеллигентные дети того времени, их не воспитывали родители. Родители, тогдашние британские родители, перекладывали обязанность воспитывать и образовывать своих детей на профессионалов. Они не занимались своими детьми, ими занимались няни, гувернантки, а потом их отправляли в школу. Кристофер Робина воспитывала фактически няня, и она водила его в зоопарк встречаться с медведицей Винни. Но в какой-то момент их семья на лето стала переезжать за город. Они купили ферму, где был домик, также там был сад, речка и здоровенный участок леса. И Кристофер Робин летом стал жить там с мамой и играть со своими плюшевыми игрушками в саду и в лесу. Его отец, Алан Александр Милн, в этот момент уже был профессиональным литератором. Хотя по образованию Милн был математиком. Он закончил Кембридж со степенью по математике. То есть это уже второй британский математик, превратившийся в сказочника после Льюиса Кэрролла. Если вы вспомните еще кого-то, напишите в комментариях, я не могу вспомнить. Я знаю двух математиков-сказочников – Кэрролл и Милн. Хотя изначально Милн не собирался писать детских книг. Он начал как писатель-юморист. Еще в колледже он начал писать в журнал «Панч», популярный юмористический журнал. А когда он закончил колледж, он решил не быть математиком, а стать писателем. И он сотрудничал в «Панче» и даже в какой-то момент был заместителем главреда. Но в основном Милн стал писать пьесы. Он был профессиональным драматургом для взрослых.
Кроме того, он писал сценарии для кинофильмов. Кино в тот момент было абсолютно новым искусством, и Милн был одним из тех первых пионеров киноиндустрии. Он писал сценарии для кинофильмов. А еще он писал детективы. Строго говоря, в те годы в Англии только ленивый не писал детективы. Это был золотой век британского детектива. Жанр был супер популярен. Ну и конкуренция, конечно, была очень большая, потому что конкурировать приходилось с Агатой Кристи, с Дороти Ли Сойерс и так далее. И в какой-то момент издатель намекнул Алану Милну, что детективщиков сейчас в Англии хватает. Чего там не хватает, так это хороших детских книг. Если вы думаете, что Александр Милн немедленно вскочил и побежал писать книжки для детей, вы глубоко ошибаетесь. Он совершенно не собирался этого делать. Более того, он всегда говорил, что он подался в литературу, чтобы писать то, что ему хочется и то, что ему нравится. Он отказывался писать по заказу. Он говорил, что он лучше с вдохновением и с охотой напишет телефонный справочник, чем великую британскую драму, но по заказу другого человека. Но, видимо, что-то такое у него в памяти осело. Потому что, когда его семья начинает жить на даче на ферме, Александр Милн наблюдает за тем, как его маленький сын играет со своими плюшевыми зверями и начинает записывать истории об их приключениях. О приключениях Кристофера Робина, Винни-Пуха и всей компании. И в 1925 году в газете London Evening Post в рождественском выпуске выходит первый рассказ о Винни-Пухе. Это был рассказ о неправильных пчелах. После чего на следующий год, в 26-м, выходит первая книга о Винни-Пухе. Винни-Пух – это фактически сборник рассказов. В 26-м году выходит первый сборник, в 28-м выходит второй сборник. И эти книги становятся колоссально популярны, как в Великобритании, так и в Европе. Их начинают переводить на европейские языки. Алан Александр Милн абсолютно не ожидал, что его книга получит такую популярность. Он даже не удосужился изменить имя главного персонажа. Кристофер Робин, он в жизни был Кристофер Робин и в книге был Кристофер Робин. Потому что Милну не приходило в голову, что это нужно делать. Он делал это, в общем-то, для семьи. Это был камерный семейный проект. Никто не ожидал, что на семью свалится такая популярность. Очень быстро они становятся знаменитостями, особенно Кристофер Робин. Он был в детстве очень хорошеньким, немножко похожим на девочку, и читатели воспринимали его как книжного сказочного персонажа, ожившего и сошедшего со страниц книг. Его повсюду приглашали, все хотели быть его друзьями, все кормили его сладостями. И некоторое время Кристофер Робин наслаждался своей славой. Он был одним из самых популярных детей того времени, его перечисляли наравне с детьми из королевской семьи. В то время как его отец, Александр Милн, начинал беспокоиться сложившейся ситуацией. Сначала он начал беспокоиться о том, что как его сын будет воспринимать вот эту внезапно свалившуюся на него славу, а потом он начал беспокоиться о собственной карьере. Популярность Винни-Пуха очень быстро начала раздражать Милна. Дело в том, что он не собирался переквалифицироваться в детский писатель. Он продолжал писать пьесы для взрослых. Кроме того, вернувшись с Первой мировой войны глубоко травмированным человеком, как психически, так и физически, он стал убежденным пацифистом. И он написал серьезный антивоенный роман. Опять же, разумеется, для взрослых. Но никто, ни издатели, ни публика не желали его воспринимать как взрослого писателя. Отныне и навсегда Милн стал для них автором книг о Винни-Пухе. Куда бы он ни приходил, первый же вопрос был, а когда будет новая книжка о Винни-Пухе? При том, что Милн не собирался писать новые книги о Винни-Пухе. Его сын перестал играть с плюшевыми игрушками и пошел в школу. Ему нечего было больше об этом сказать. Он написал все, что хотел, он не собирался писать сиквелов. Но люди повсюду продолжали требовать от него продолжения Винни-Пуха. Милн раздражался. Милн пытался обратить внимание, что у него есть другие сочинения. Никто не желал их читать, никто не желал это публиковать. И Милн довольно быстро начал
испытывать серьезную неприязнь к своему созданию, к Винни-Пуху и к той славе, которую Винни-Пух ему принес. Но у Кристофера Робина судьба сложилась еще более тяжело. Пока он был маленьким, он наслаждался своей славой, но в возрасте 11 лет он, как все дети своего круга, пошел в школу-интернат. И в школе-интернате его начали травить. Мальчишки могут быть очень жестокие и обладают большой фантазией. И Кристоферу Робину припомнили все. Винни-Пуха читали все. Они знали, кто такой Кристофер Робин, и они начали дразнить его немилосердно. И про опилки в голове, и про лучший друг свинья они ему припомнили абсолютно все подробности. И в эти годы Кристофер Робин начал заниматься боксом, потому что он пытался защитить себя от нападок одноклассников. В какой-то момент он заболел ветрянкой. Ему пришлось пропустить школьный утренник в честь Рождества, где он должен был петь гимны. И в утешение мама предложила Кристоферу Робину выучить песенки Винни-Пуха, которые в тот момент уже вышли отдельной книжкой. Винни-Пух поет песни не только в мультике, в книжке он тоже поет песни. Мил сочинял стихи. И Кристофер Робин выучил песенки Винни-Пуха, и они записали граммофонную пластинку. И об этой записи узнали в школе, после чего его начали травить совершенно немилосердно. Мальчишки ему опять же припомнили каждую кричалку, вопилку, шумелку, пыхтелку и сопелку. У него не было друзей, он не знал, как избавиться от этой непрошенной славы. Уже будучи взрослым человеком, он разрешал своим племянникам повесить эту пластинку на дерево и швыряться в нее, как в мишень, камнями. Настолько он ее ненавидел, настолько глубоко в нем укоренилась ненависть сначала к своей славе, потом к источнику этой славы, к Винни-Пуху, а потом эта ненависть постепенно выплеснулась и на его отца. Дело в том, что Кристофер Робин, подросток, который жил в интернате в отрыве от семьи, не осознавал, что его отец тоже имеет проблемы с сложившейся ситуацией. Все, что он видел, это то, что его отец приобрел благодаря этим книгам всемирную известность и большие деньги. В 1930 году Милн продал права на переиздание Винни-Пуха в Канаде и США, а также на все сопутствующие товары и сувенирные товары американскому издательству. И это американское издательство выплатило ему 1000 фунтов авансом, после чего он должен был получать треть от суммы продаж. Так вот, в первый же год продажи Винни-Пуха в Соединенных Штатах и Канаде, книг, сувениров, игрушек, настольных игр и тому подобного, принесли $25 миллионов. Треть из этих денег получила семья Милн. Милны стали очень богаты благодаря Винни-Пуху. С точки зрения Кристофера Робина, его отец стал очень богат и очень популярен, стоя на его детских плечах, за счет того, что он лишил его нормального детства, лишил его имени, потому что теперь он был Кристофер Робин, друг Винни-Пуха. Он лишил его будущего, потому что когда Кристофер Робин закончил школу, он попытался устроиться на работу, и везде, где узнавали его имя, все начинали немедленно кричать: «О, это друг Винни-Пуха!» Никто не воспринимал его всерьез. Самое интересное, что в принципе Кристофер Робин мог бы позволить себе не работать вообще. У его семьи было достаточно денег. Но он не желал брать ни копейки, ни пени из этих денег от Винни-Пуха. Он отказался от своей доли доходов семьи, и он пошел работать. Он прерывает всяческие отношения со своей семьей. Сначала с отцом, которого он считает эксплуататором, а потом и с матерью. Окончательно он порвал с семьей после женитьбы. Дело в том, что Кристофер Робин женился на своей двоюродной сестре, на дочери брата его матери. А его мать фактически не общалась с этой семьей. И она была категорически против этого брака. И если до этого Кристофер Робин имел натянутые отношения с отцом, но более-менее хорошие с мамой, после женитьбы он полностью прерывает отношения с матерью. И если с отцом Кристофер Робин в конце концов восстановит отношения, Алан Александр Милн в конце жизни, в последние годы будет очень сильно болеть, он будет фактически инвалидом. И Кристофер Робин начнет снова с ним общаться и снова будет его навещать. Но с матерью
Кристофер Робин не будет разговаривать до самой ее смерти. На смертном одре она отказалась его видеть. Они полностью прервали отношения. Кристофер Робин с женой откроют книжный магазинчик. И этот книжный магазин будет довольно-таки успешен. Он просуществует до 21 века. Он закрылся буквально уже в 11, по-моему, году. Он, наверное, сам не хотел в этом признаться, но в значительной мере успех этого магазина был основан на том, что Кристофер Робин был известен в литературных кругах, хотя он всячески скрывал, кто он такой. Он никогда не представлялся Кристофер Робин, он всегда представлялся просто Кристофер. Тем не менее, разумеется, все знали, кто он. И его магазин, в принципе, был достаточно успешным. Но когда у них с женой родился ребенок, девочка, выяснилось, что у нее очень тяжелая форма детского церебрального паралича, что вынудило Кристофера Робина принять деньги от своей семьи. Но он не стал брать полную сумму своего наследства, которое причиталось ему по закону. Он взял только те деньги, которые были абсолютно необходимы для оплаты медицинских счетов и организации ухода за дочерью, которая требовала постоянного ухода всю свою жизнь. Игрушки Винни-Пуха, Пятачка, Ослика и Иа, Тигру и Кенгу, потому что Крошка Ру потерялся в саду. Вот этих 5 Кристофер Робин подарил издателю книг про Винни-Пуха. Он вообще не хотел их видеть. А тот, в свою очередь, переподарил их Нью-Йоркской публичной библиотеке, которая их с удовольствием приняла, почистила и поместила в стеклянный сейф, где они находятся в детском отделении библиотеки, и любой может на них сейчас посмотреть. При этом в 1998 году Великобритания начала процесс по репатриации Винни-Пуха. Англия заявила, что если Греция может потребовать возвращения своих античных статуй, которые были другими странами разобраны по музеям, то они тоже считают, что Винни-Пух должен был быть возвращен в Англию, потому что это часть национального культурного наследия. На что Нью-Йоркская публичная библиотека отвечает, что они ничего знать об этом не хотят, потому что это был дар частного лица, что они прекрасно знают значение Винни-Пуха, они считают его частью мирового культурного наследия, они очень хорошо с ним обращаются, любой может на них посмотреть, и у них нет никакой причины возвращать их в Великобританию. Они судятся по сей день. Вообще по поводу Винни-Пуха сейчас не судится только ленивый. В 1961 году компания Disney выкупила права на Винни-Пуха. Семья Милн получила $350 миллионов. А наследники того агента, которые изначально купили права на Винни-Пуха для издания в Соединенных Штатах, должны были получать 2% от продаж. Винни-Пух сейчас ежегодно дает компании Disney около $2 миллиардов дохода. Вы не ослышались, и я не ошиблась, не миллионов, $2 миллиардов в год. Винни-Пух считается самым доходным персонажем после Микки Мауса. И при этом наследники того агента продолжают судиться с Диснеем, обвиняя компанию Disney в том, что они утаивают доходы, что они должны им больше денег, чем они им платят, при том, что они им выплачивают какие-то совершенно непотребные десятки миллионов долларов в год. Невозможно представить, что это камерное начинание, что эта семейная книга превратилась вот в этот колоссальный капиталистический механизм добывания денег. 100-акровый лес из книги – это тоже, в общем-то, реальный лес. Он существует на самом деле. Сейчас он является местом паломничества туристов со всего мира. Местные жители, которые там живут, уже давно выработали стойкое неприятие как к туристам, так и, честно говоря, к Винни-Пуху. И в результате Винни-Пух принес несчастье фактически абсолютно всем людям, которые были вовлечены в его создание. Милн попросил проиллюстрировать свою первую книгу
своего друга-иллюстратора, который вообще-то работал политическим карикатуристом. Его звали Эрнест Шепард, и он согласился проиллюстрировать Винни-Пуха просто по дружбе, сделать услугу своему приятелю. И его карьера тоже пошла после этого ко дну. Ему точно так же, как Милну, после этого никто не хотел доверять никакой другой работы, кроме иллюстрирования детских книг. Он так и не смог вернуться в тот профиль, которым он, собственно говоря, был занят до этого. Все его коллеги, все его конкуренты, все его противники говорили ему, что ему просто не место в политической сатире, ему нужно вернуться иллюстрировать детские книги. И он до конца жизни не называл Винни-Пуха иначе, как этот проклятый медведь, который сломал ему жизнь. Причиной этого деструктивного влияния Винни-Пуха на судьбы людей, с ним связанных, конечно, была его оглушительная популярность в мире. Потому что эта книга удивительным образом умела преодолевать культурные границы. Переводить Винни-Пуха очень сложно, и при этом он был переведен более чем на 50 языков мира, включая эсперанто и латинский. При том, что в этой книге очень много каламбуров, очень много игры слов, очень много шуток, которые укоренены в образе жизни Британии начала 20 века. Это вызов для любого переводчика, и тем не менее все его охотно и радостно бросаются переводить. Переводчики адаптируют Винни-Пуха для своей культуры и для своего читателя, как это сделал Борис Захадер для советских читателей. И он сделал прекрасный перевод, который в значительной мере отходит от оригинала, но зато он сохраняет дух книги, первозданный дух книги. Он смог воспроизвести стиль шуток Милна. Это была очень сложная задача, но он это сделал. Сейчас модно ругать диснеевский мультфильм про Винни-Пуха за то, что он очень сильно отходит от книги. Но не будем забывать, что, например, в замечательном советском мультике про Винни-Пуха вообще нет Кристофера Робина. В книге вообще нет этой замечательной, популярной сейчас фразы «Пятачок, у тебя есть дома ружье». Потому что на свое приключение с пчелами в книге Винни-Пух идет вместе с Кристофером Робином, а не с Пятачком. И Винни-Пух спрашивает: «Кристофер Робин, у тебя есть с собой ружье?» И Кристофер Робин говорит: «Конечно, есть». Потому что это мальчишка из послевоенной Англии. Он всегда носит с собой ружье, когда он идет в лес. Время идет, а Винни-Пух остается бессмертен, вечен и актуален. Он продолжает адаптироваться не только под другие культуры, но и под другое время. Винни-Пух и Кристофер Робин, и Пятачок, и Крошка Ру, и Ослик И-Я-Я, и Кенга, и Тигра. Куда бы они ни пришли, и что бы ни случилось с ними по дороге. В зачарованном месте на вершине холма в лесу маленький мальчик будет всегда-всегда играть со своим медвежонком. На сегодня у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и напомнить алгоритму YouTube, что вам нравятся видео на такую тематику. Всего вам доброго. До свидания.